Hello, 大家好! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку. Сегодня мы обсудим, почему китайцы так любят пить горячую воду. Кто был в Китае, наверняка видел эту незыблемую привычку местного населения. Они пьют горячую воду круглый год, с утра до вечера, зимой и летом. Да-да, только представьте себе Китай в жаркий день, когда на улице под 40 градусов, и местное население все равно пьет горячую воду. Зачем они это делают? В чем секрет? Не переключайтесь, будет много интересных фактов. Речь не идет о каком-то крутом кипятке в 100 градусов. Вода – это основа баланса женского и мужского начала в организме. В китайских поликлиниках врачи всегда советуют пить больше горячей воды. В Китае даже есть способ лечения температуры при простуде одной горячей водой. Распивание кипятка – это не просто медицина, это китайская традиция. Это только кажется, что в Китае круглый год лето. Из-за высокой влажности в помещении может быть невыносимо холодно. Ходят, а то и спят в верхней одежде. А кипяток, как известно, убивает бактерии. Горячая вода была предметом роскоши. Везде пропагандировали горячую воду. В Китае существует целая культура термосов. Это был нереальный разрыв шаблона, настоящая свобода. Пьете горячую воду? Что в переводе означает пить больше горячей воды. Это, пожалуй, самый популярный совет от китайца, бытовой совет. Сразу скажу, чтобы вы не пугались, что речь не идет о каком-то крутом кипятке в 100 градусов. Речь о приемлемой температуре в районе 50-60 градусов. Итак, местные жители советуют пить кипяток на все случаи жизни. Во время и после еды, когда включают центральное отопление, если человек простудился, отравился, если вскочил прыщик, если обгорел на солнце, если город окутал смог, если просто стало грустно. Это нескончаемый список. Почему же кипяток вдруг стал панацеей от всех болезней? 那你多喝点热水，让它烤完啊，多喝热水啊。那你多喝点热水。那行，那你给我吧。 Главное объяснение дает традиционная китайская медицина. По ее канонам, вода – это основа баланса женского и мужского начала в организме, то есть инь и ян. Поэтому для профилактики любых недугов надо начинать именно с воды. Но почему именно горячая вода? Потому что для баланса и правильного функционирования всех органов очень важна температура тела. За сохранение здоровой температуры отвечает мужское начало ян. А горячая вода как раз-таки питает ян, запуская работу органов и различные восстановительные процессы. Особенно она полезна для желудка и селезенки. Поэтому в китайских поликлиниках врачи всегда советуют пить больше горячей воды. Особенно часто такой совет звучит при простуде, болезненных месячных, несварении и диарее. В Китае даже есть способ лечения температуры при простуде одной горячей водой. И он реально работает. Ничего хитрого тут нет, просто нужно пить как можно больше горячей воды, вот прям пить, пить и пить, и в больших количествах, и температура падает. 喝完了。李佳豪，不是说热水是万能的吗？现在你脚好了吗？好了呀。哎，喝热水真有用。 Теперь заглянем в историю. Распивание кипятка – это не просто медицина, это китайская традиция, которая имеет историческое и бытовое объяснение. Раньше, когда в Китае не было отопления, это был отличный способ согреться в холодные времена. Не жарко. Да, прохладно. И бельишко у вас, как я успел заметить, не по сезону. Это только кажется, что в Китае круглый год лето. На самом деле на севере страны погода может быть похожа на нашу среднюю полосу, а, например, в Харбине морозы сродни сибирским. Сейчас в Китае, конечно, топят, но не везде. На юге по-прежнему нет центрального отопления, только кондиционеры. Из-за высокой влажности в помещении может быть невыносимо холодно, и некоторые даже ходят, а то и спят в верхней одежде, в пуховиках.
конечно, горячая вода тут сразу приходит на помощь. Она не только греет, но и выводит через пот лишнюю влагу из организма. Кроме того, во времена, когда еще не было кулеров и бутилированной воды, кипяченая вода была самым безопасным вариантом. Все мы знаем, насколько может быть опасна неизвестная сырая вода. Раньше люди набирали воду из колодцев и рек, и чтобы не отравиться, воду обязательно кипятили. А кипяток, как известно, убивает бактерии. Можно спокойно пить. В том числе отсюда и пошла такая популярность именно горячей воды. При этом интересно то, что раньше кипяток могли себе позволить далеко не все. Не каждый мог согреть воду, потому что не было денег на печку, газ или просто не было условий, чтобы разжечь костер. Горячая вода была предметом роскоши, которым пользовались только богатые, хворающие и беременные. И в XIX веке умные китайцы смекнули, что на этом можно заработать деньги, и были созданы специальные кухни, где грели и продавали воду. Они назывались тигриными печками. История этого названия покрыта мраком. Очень много существует версий. По одной из версий говорят, что, возможно, тигриной печкой эти кухни назывались потому, что в имени создателя первой такой печки или лавки был иероглиф «тигр». Последняя такая лавка закрылась в 2013 году. Конечно, она существовала больше как дань истории, потому что кипяток появился в жизни людей, в домах людей гораздо раньше, чем в 2013 году, конечно. Еще одна весомая причина, почему горячая вода так плотно вошла в жизнь китайцев, это то, что еще в 20 веке, когда власти в полной мере осознали важность горячей воды для гигиены и здоровья населения, началась мощная пропаганда. Различные плакаты, воспитательная работа в школах, везде пропагандировали горячую воду. Даже великий кормчий Мао Цзэдун на фото и плакатах часто позирует с кружкой, а эмалированные кружки с его изображением стали одним из самых популярных сувениров, которые везут из Китая. На смену тигриным лавкам пришли самые простые чайники, которые ставили на плиту и в них же грели воду. А вслед за ними пришли термосы, которые так любят китайцы. Вы наверняка про это слышали. Раньше термосы были огромные, расписные, с красивыми узорами. Сейчас это раритет, особенно в мегаполисах. В быту их можно встретить только в домах, где есть старики, или в гостиницах, расположенных в маленьких городах. Там до сих пор могут вместо чайника предложить термос с горячей водой. Если раньше в Китае термос был предметом домашнего пользования или предметом общественного пользования на работе, то сейчас это стиль жизни. В Китае существует целая культура термосов. Маленький стильный термос есть чуть ли не у каждого китайца. Это незаменимый предмет, который они всегда носят с собой. Они приходят с термосами на работу, на уроки, на переговоры, и это не вызывает у них никакого стеснения или сомнений. Помню, когда я училась в Питере, у нас было строго запрещено приносить воду на занятия, и уж тем более сидеть и распевать перед преподавателем. Представляете мой шок, когда я приехала в Китай на стажировку и увидела целую выставку термосов в аудитории. Это был нереальный разрыв шаблона, настоящая свобода. Вот такие китайцы-водохлебы. Кстати, кто знает, может быть, в этом их секрет долголетия? Никаких сомнений, что это одна из основных причин. Ведь вода – это источник жизни, куда же мы без нее? Ну а на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, пьете горячую воду? Вдохновила я вас пить больше горячей воды? По традиции не забывайте ставить лайк и подписываться, если еще не подписались. До встречи в следующих видео. Пока-пока!